Объясню, почему ты здесь. Потому что ты что-то понял. Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что мир не в порядке. Странная мысль, но ее не отогнать. Она как заноза в мозгу. Она сводит с ума. Не дает покоя. Это и привело тебя ко мне. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего. Привет, мальчики и девочки. Я Джордж Буш, президент Соединенных Штатов Америки, величайшей страны в мире. Совсем скоро я перестану быть президентом, и перед тем, как уйти, я расскажу тебе кое о чем. Моя страна – империя. Империя, которая правит миром. Мы тотально контролируем все. Деньги, нефть, политику, войны, информацию, культуру, науку. Все в мире. Мы придумали сказку про свободу и права. Нет, мы даже не придумали ее. Мы просто ее использовали. Сказку про демократию. Какие свободы? Какие права? Какая нахрен демократия?
Их не существует. Существуют только наши интересы и больше ничего. Это мы решаем, кто свободен и демократичен, а кто нет. Нам глубоко плевать, по большому счету, кто и что об этом думает. Развитие средств массовой информации позволило нам контролировать практически все информационные потоки. Нам нужно было сделать смыслом жизни людей то, что давало бы нам максимальный доход. Мы создали общество потребления. Общество, в котором погоня за совершенно ненужными вещами превратилась в смысл жизни. Человек рождается, учится, работает, заводит семью, оставляет потомство, стареет и умирает. Мы контролируем действия на каждом этапе и во всех сферах. Вы смотрите на это и полагаете, что у вас есть возможность выбирать. Эй, дураки, очнитесь! Какая хрен разница? Нашей страной правят не президенты, нашей страной правит правительство, состоящее из глав крупнейших банков и корпораций. Их никто не выбирает, их никто не контролирует. У них в руках все ресурсы, все телеканалы, все информационные потоки. А эти ребята, эти чудесные обезьянки, отвлекают твое внимание, чтобы ты думал, что живешь в свободной стране и на что-то влияешь. Забудь. Империя владеет тобой. Твой счет в банке, твой телефонный номер, твой электронный адрес и письма в нем, новости в твоем телевизоре, твой компьютер и твоя операционная система, твой дневник и анкета знакомств, твоя работа, машина и дом, книги, которые ты читаешь, кино, которое ты смотришь, музыка, которую ты слушаешь, одежда, которую ты носишь, и даже стул, на котором ты сидишь, все это принадлежит нам. Но самое главное, мы владеем твоим сознанием, твоими мечтами и страхами, твоими желаниями и твоими действиями, твоим прошлым, настоящим и будущим. Знаешь, кто ты, а точнее, что ты? Ты самая обыкновенная батарейка. Один из миллиардов источников энергии, обеспечивающих нашу систему. Тебе интересно, куда мы движемся? Чего мы хотим? Остался последний этап. Нам нужен абсолютный, тотальный контроль над каждым на всей территории Земли. Всемирная единая власть и валюта. In covertly recorded off-air transmissions from the Bush-Clinton presidential election campaign in the 1990s, we can see that Bill Clinton was nothing more than a puppet to the puppet masters which placed him in the White House. Bill Clinton's demeanor seems to be similar to a person who is under a hypnotic trance. Проснись, Нео. Также перевернутая пентаграмма. Бывший колдун, масон, мормон и сатанист Билл Шнорбелен подчеркивает, что для колдунов перевернутая пентаграмма имеет одно значение и одну цель. Это призвать силу сатаны и установить царство дьявола на этой земле. Итак, этот символ находится на масонском храме и на мормонском храме. Я сделал эти фотографии сам, так что я знаю, что они там есть. Еще одна цитата. «Вы найдете сатанинскую пентаграмму бесценной и необходимой, если вы попытаетесь использовать дьявольскую власть нашего господина сатаны. Этот чрезвычайно важный амулет является знаком микрокосмоса и является суммой всех оккультных сил. Другими словами, нет амулета более сильного или даже подобного по силе сатанинской пентаграмме».
Это символ сатанизма. Это не просто случайность. Проповедники, которые являются членами различных обществ сатанинских, они часто используют эти символы. Итак, пока я ехал сюда, я тут набросал несколько вопросов, пришедших мне в голову. Вас никогда не беспокоили некоторые вещи, которые есть в христианстве, но которых нет в Библии? Например, первородный грех, непорочное зачатие, непорочное рождение есть только в 2 из Писаний, священники. Вас не беспокоит, что эти вещи пришли? devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. If thou therefore wilt worship me, all shall be thine. And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Я не верю вам. Так не может быть. Я не сказал, что будет легко. Я лишь обещал открыть правду. Стоп! Отпустите! Дайте мне уйти! Не хочу! Уберите от меня! Прочь от меня! Не трогайте! Отвяжитесь! Я не верю. Я не верю. Я не верю. Дурдом. Подыши нам. Просто подыши. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Какую? Что ты только раб, Нео. Как и все, ты с рождения в цепях.
С рождения в тюрьме, которую не почуешь и не коснешься. В темнице для разума. Я не могу вернуться назад. Нет. А если бы мог, то захотел бы. Сэр, это он. Мне всегда от этого жутко, сэр. Он президент Голливуда, тебе должно быть жутко. Приветствуем тебя, о грезящий властелин Голливуда! Чарльз Кэрролл знал одну тайну и смог посвятить в нее лишь того, кто был рядом. Это был дедушка моего дедушки, Томас Гейтс. Что за тайна? Сокровища. Сокровища невероятной ценности. Кинокомпания Paramount Pictures и Mutual Film Company представляют Лара Крофт, расхитительница гробниц. Добрый вечер. Вы иллюминат. С чего вы взяли? Это всего лишь сказки. Иллюминатов нет. Иллюминаты. Повелители света. Who's probably the most famous Freemason of all time. He was a Mason who simultaneously occupied 3 different positions. He was the head of Washington, D.C. Masonry, he was the head of American Masonry, and he was the head of World Masonry.
Albert Pike wrote the book Morals and Dogma. It was published in 1871. It's been called the most important book of Freemasonry. It's been called the Bible of Freemasonry. Albert Pike says in Morals and Dogma, quote, "The Mason is familiar with the doctrine that the Supreme Being is a center of light." Now, what is this light that the Masons are talking about? An answer can be found on page 321 of Morals and Dogma by Albert Pike. Quote, "Lucifer, the light bearer, Lucifer, the son of the morning, is it he who bears the light? Doubt it not," end quote. And on page 324, he repeats the thought. He says, quote, "A devil, the fallen Lucifer, or light bearer." He identifies Lucifer as being the devil. And of course, St. Paul says in 2 Corinthians 11:14, the devil will transform himself as an angel of light. The Masonic religion should be, by all of us initiates of the high degrees, maintained in the purity of the Luciferian doctrine. Yes, Lucifer is God, and the true and pure religion is the belief in Lucifer, end quote. Yes, Lucifer is God. Thus, the doctrine of Satanism is a heresy. Now, did you just say that you were Lucifer? I am Lucifer. Okay, define Lucifer for me. Pure, virtuous, wholesome, innocent individual that's out to help people. Lucifer is? Yeah. Say that again. Lucifer is a pure, holy... Virtuous. Virtuous. Now, is he the Lucifer that God created? That's the same one. Oh, man, this is great. I'm going to put this on the internet. Oh, Amen. God bless you, Amen. brother. Because that's exactly what the Shriners and Masons teach, is that Lucifer is light. No. And you're about confirming those hospitals? You know what, sir? Jesus said, "Many will say to me on that day, Lord, Lord, we did not do these good deeds in your name? And you'll say, away from me, you workers of iniquity, I never knew you." Jesus said it? In Matthew chapter 5. Mercy. No. That's hard to believe. So you're a Christian and you don't know that? Actually, no, I really am. You are. Because I'm pure and virtuous. You're pure and virtuous, okay, yeah. Mm-hmm. In other words, you're perfect without Jesus, right? No. Okay, tell me about Jesus. Who is Jesus? Right, he's my leader. Is he the Son of God? Yes, he is. Is he the only worshipful master? Yes. Have you ever been called worshipful master? No, because I've just been too busy. I've been working. Working? Been working to help people. What like kind of you. work? Okay. Get out of here. See, this is what a Mason confesses, is that Lucifer is light. Черт! Как тебе понравилось это блюдо? Хочешь добавки? Конечно. Еще. Дьявольский. Твоя реплика.
Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Какую? Что ты только раб, Нео. Как и все ты с рождения в цепях, с рождения в тюрьме, которую не почуешь и не коснешься. В темнице для разума. Догадываюсь. Сейчас ты чувствуешь себя Алисой, падающей в кроличью нору. Вроде того. Это читается в глазах. Ты похож на человека, который ничему не удивляется, считая происходящее сном. И веря, что вот-вот проснется. Добро пожаловать в пустыню реальности. Это Аарон Руссо, режиссер и бывший политик. Рядом с ним Николас Рокфеллер, представитель пресловутой династии банкиров и бизнесменов. Аарон имел дружеские отношения с Николасом Рокфеллером, но им пришел конец, когда он узнал больше о Рокфеллерах и их замыслах. Мне как-то позвонила одна адвокатша и спросила: «Хочешь встретиться с одним из Рокфеллеров?» Я сказал: «Конечно, здорово». И мы стали друзьями, и он рассказывал мне о многом. Как-то он сказал: «У нас тут намечается встреча, Аарон. Будем там обсуждать, как мы захватим Афганистан, чтобы создать трубопровод от Каспийского моря, как мы захватим Ирак с его нефтью и сделаем из него базу на Ближнем Востоке, а потом двинем в Венесуэлу и избавимся от Чавеса». Ну, первые два пункта уже готовы, Чавес пока держится. А потом он сказал: «Ты увидишь, как будут по горам искать людей, которых никогда не найдут».
Он смеялся над этой войной, над терроризмом, когда врага-то и нет на самом деле. И он рассказывал, что эту войну с терроризмом никогда не выиграют, потому что это вечная война, и можно постоянно забирать у людей их свободы. А я спросил, и как вы собираетесь убедить людей в том, что это настоящая война? Он сказал, через СМИ. Телевизор может всех убедить в том, что это реально. Вы просто говорите людям об этом постоянно, и в конце концов они в это верят. Да вы знаете, они Федеральный резерв этим враньем создали в 2013 году. Они создали 11 сентября, тоже вранье. После 11 сентября начали эту войну с терроризмом, потом вторглись в Ирак, тоже вранье. Теперь вот Иран на очереди. И так одно за другим, одно за другим. Это выглядит как снос здания подрывниками, как старые здания сносят. Сцена напоминает, как будто старое здание намеренно сносят, взрывая динамитом. Если вы когда-либо видели, как сносят здания подрывники, вы должны понимать, что сносу предшествует работа внутри здания. Судя по тому, как здание разваливается, это определенно было спланировано. И это не случайность. Первая башня развалилась, а потом вторая, и абсолютно точно так же. Как это было сделано, нам неизвестно. Как все эти сцены сноса зданий, ну, все видели по телевизору. Когда здания специально обваливают взрывчаткой. Ну, как будто детонаторы, да, детонаторы. Ну, когда здание сносят, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я слышала второй взрыв. Там был очень мощный взрыв. Был второй взрыв, а потом все рухнуло. Но когда там закончилось, встал вопрос, что делать. Нужен новый враг. И мы придумали врага. Всего 5000 жизней. И вот он готов. Усама бен Ладен. Кстати, большой друг нашей семьи. Мы разрушили башни-близнецы и получили карт-бланш на нарушение прав человека. Мы можем делать все, что угодно. Посадить кого угодно, пытать, убить, как это происходит в Гуантанамо. И нам ничего никто не может за это сделать. When shapes are used the same as follows. So, in their definition, in a numerological sense, 10 is the alpha and the omega, or the God. 11 is a step above God. 101 is a step above God. 911 or 911 is the skipping of God. It is the ultimate challenge. It is going from number 9, which has a specific meaning, to number 11 without going through 10. It's skipping God.
тюрьму, эту реальность, называйте как хотите, меня просто выворачивает. Well, it was the day after 9/11, the major news channels broadcast photographs, still images, from the smoke rising from the Twin Towers. And in the smoke, you could see the faces of demons. Now, I gave a lecture in the south of France, and two brothers came up to me and they said, you know what, the faces of the demons in the smoke at 9/11 look very similar to a sculpture which was done by the philosopher and theosophist Rudolf Steiner. And I took a look at the photograph of the sculpture by Rudolf Steiner. And I have to say, yes, it's very similar to a couple of these so-called demon smoke faces. Now, the name of the sculpture was Ahriman. Ahriman is one of the facets of Lucifer. In fact, there is a hierarchy of spirits in the spirit world, which has its own aristocracy of senior angels, and yes, at its lowest levels, evil spirits, a place called Hell, which also has a hierarchy of demonic dukes, princes, and kings. And she lives for what the spirits, are going to see that the future is going to be like. To me, he says, I can't bother with this stuff. He says, I want power. I go right to the source of power. And he says, how do you think that I became famous the way that I am? Well, I said, you must have had some good luck. Well, he says, there's no such thing as good luck.
He says there's either some power working for you somewhere, or you don't get ahead in this world. Not in my type of occupation. He said the supposed spirits of the dead that you're talking with are demon spirits. They're fallen angels. They're beautiful beings. Just set it out, just like that. Oh, yeah. It didn't make you uneasy when he said they were... Well, you know, it shocked you a little bit, you know. Something that you first hear mentioned to you. He said, you guys have got a great future ahead of you. Because we've been told, the high priest of our society, secret society, has been told that the master has very special plans for you too. Now, what did he mean by the master? Satan. We worship spirits. We worship Lucifer and all his angels. They're just as beautiful as they did before they were cast out of heaven. Но иного выхода не было. Тебя на уме. Я думаю о том же. С тех самых пор, как попал сюда. Почему я не взял другую таблетку? Вы все живете в мире грез. А таков мир настоящий сейчас. Телевизор может всех убедить в том, что это реально. Вы просто говорите людям об этом постоянно, и в конце концов они в это верят. Да вы знаете, они Федеральный резерв этим враньем создали в 2013 году. Они создали 11 сентября, тоже вранье. Для вас истина то, что вы видите по телевизору. Сейчас существует целое поколение, которое никогда не знало ничего, кроме телевизора. Телевидение — это Евангелие. Первичное откровение. Телевидение может создавать и убирать президентов, римских пап, премьер-министров. Телевидение — самая ужасная проклятая сила во всем безбожном мире. Так что слушайте меня. Слушайте меня. Телевидение — это не истина. Если вы хотите истины, обратитесь к Богу. Загляните в себя. Потому что только там вы найдете настоящую истину. От нас вы никогда не получите истины.
Мы скажем вам все, что вы хотите услышать. Мы врем как черти. Мы скажем вам любое дерьмо, какое вы захотите услышать. Мы работаем с иллюзиями. Все это нереально. Но вы сидите там день за днем, ночь за ночью. Все возрасты, цвета и веры. Вы знаете только нас. Вы начинаете верить в те иллюзии, которые мы создаем. Вы начинаете думать, что телевидение — это реальность, а ваши собственные жизни нереальны. Вы делаете все, что вам говорит телевидение. Вы одеваетесь, как на телевидении, едите, как на телевидении, растите детей, как на телевидении. Вы даже думаете, как телевидение. Это массовое безумие. Вы маньяки. Во имя Господа, вы реальны, это мы иллюзия. And the weapons they are using against you are in your very homes, entertaining you and your children, and gradually indoctrinating you without you even realizing. In today's society, people are spending more and more time engaged with modern media. Television, cinema, computer games, the internet, popular fiction and popular music are an integral part of our lives. Yet these provide a vast expanse on information, which you are taking either consciously or subconsciously into your mind. Information on society ranging from ideals and morals, and the difference between right and wrong, to the way societies and economies should be structured is passed before you every single day. These media play a significant role in providing the basis for determining an individual's view of the world and everything that exists. Thus, any one group in complete control of this information placed on these media will in effect have the power to indoctrinate practically the entire populace of the world to their way of thinking. And it is this fact the Freemasons are exploiting. The Masons are using the entertainment industry in particular to condition people to their way of thinking, either openly or subliminally. The methods they use vary, but the goal is the same, to impose their beliefs, their ideology and their objectives on you in such a way that you begin to think of them as your own. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Как и все, ты с рождения в цепях, с рождения в тюрьме, которую не почуешь и не коснешься, в темнице для разума. Миллиарды людей живут полноценной жизнью во сне.
What's wrong with me? Why do I feel like this? I'm going crazy now. No more gas in the red. Can't even get it started. Nothing heard, nothing said. Can't even speak about it. I'm my life, I'm my head. Don't wanna think about it. Feels like I'm going insane, yeah. It's a thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. A disease of the mind, it can control you. It's too close for sight. Mind can disturb you. It's like the darkness is the light. Disturb you. Am I scaring you now? Disturb you. Ain't used to what you like. Disturb you. Release me from this hurt I'm in. Trying to maintain that I'm struggling. Disturb you. It's like the darkness is the light. Disturb you. Am I scaring Еще один неотъемлемый символ сатанинской религии – «ил корнуто» – жест руки, представляющий собой самого дьявола. Как и пентаграмма, он встречается повсюду в рок-музыке. Оззи Осборн, Рик Джеймс, Чип Трик, Мотли Крю, Кисс, Тодд Рандгрен и Дио. I wished I had a half hour to talk about the worst thing that the occult world ever planned out and carried out. That's called rock music. Кто-то меня ведет. Мною кто-то владеет, когда я на сцене. Ангус Юнг, группа AC/DC. Я шаровая молния. Я проливаю дождь. Я прихожу, как буря. Пылают мои молнии по всему небу. Ты еще молод, но ты умрешь. Я не буду брать заложников и не поделюсь ни одной жизнью. Никто не начинает битву. Меня зовет колокол. Я забираю тебя в ад. Я собираюсь взять тебя с собой. Сатана берет тебя. Колокола ада. Satan has declared a total war on... Satanist Rex Church admits that Satanists are using music as a weapon of propaganda to influence youth around the world against Christ in order to establish the Antichrist kingdom on earth. Sadly, hundreds of millions of people of all ages, but especially young people, have fallen prey to Satan's seduction through music. Satan represents the powers of force in nature, and we feel that a cleansing of the idiot ideology of the pallid, incompetent Christ is in order. And so
George took you and Roland to this mansion where people worshipped the demons. What was it like there? What kind of people were there? Well, it was a big surprise for me, as I kind of made up in my mind an idea that they were going to be rough-looking characters. But as we entered the place, I was amazed to see that they were all very well-dressed, well-mannered, and that a lot of the people, as we were being introduced to people, were professionals, doctors, attorneys, a lot of business people. Система и есть наш враг. Но когда ты в ней, оглянись, кого ты видишь: бизнесменов, учителей, адвокатов, работяг, обычных людей, чей разум мы и спасаем. Однако до тех пор, пока эти люди часть системы, они все наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готово принять реальность. А многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее.